Парень с удовольствием вошел в морскую воду, чтобы немного освежиться, но вскрикнул от неожиданности, когда что-то схватило его за ногу. Рауль, любивший природу, в этом году решил провести короткий отпуск в небольшом городке на побережье. Это был его первый настоящий отдых, и он хотел насладиться каждым моментом. Рано утром, как только солнце залило все вокруг теплым светом, он отправился на пляж, рассчитывая, что в это время там не будет туристов. Пляж был уединенным, и Раулю нравилась эта идиллия. Легкий морской ветерок развевал его волосы, а звук волн успокаивал душу. Немного прогулявшись у воды, Рауль наконец вошел в море, когда утренняя прохлада уже начинала уступать жаркому полуденному солнцу. Вода была удивительно теплой, и парень наслаждался моментом, ощущая, как каждое прикосновение волн наполняет его жизненной энергией. Внезапно, прямо перед ним, он заметил большую темную тень на расстоянии нескольких метров. Рауль насторожился, вспомнив о возможной опасности морских хищников. Это были не самые лучшие мысли для покоя в его голове. Он пытался рассмотреть, что же это могло быть, когда тут что-то вдруг ткнулось ему в ногу. Он вскрикнул и едва не выскочил из воды, в панике поднимая ноги. В голове пронеслись самые жуткие мысли. А что, если это акула? Но тут перед ним показалась милая мохнатая мордочка, и он рассмеялся, осознав, что испугался морской выдры, которую прежде видел только на картинках. Зверек плескался рядом, и Рауль решил, что это приглашение поиграть. Он весело забрызгал его соленой водой. Выдра, словно в ответ на его игривость, подплыла поближе и ткнулась ему в руку своим мягким мокрым носом. Сначала это казалось забавным, но вскоре он заметил, что выдра вела себя странно, будто чувствовала себя неважно и, казалось, просила о помощи. Ее добрые глаза смотрели на Рауля с четким ощущением доверия. Рауль дождался, когда зверек снова подплывет поближе, и осторожно взял его на руки. Это оказалось непросто, так как весила выдра немало. Она пыталась вырваться, но быстро успокоилась и не сопротивлялась, словно знала, что человек пытается ей помочь. Осмотрев ее спину, Рауль заметил блеск на коже. Под густым мехом оказался рыболовный крючок, крепко впившийся в ее нежную кожу и, похоже, причинявший животному боль. Стараясь быть аккуратным, Рауль принялся вытаскивать крючок. Выдра тихонько пищала, но терпела, понимая, что добрый человек хочет ей помочь. Рауль был озадачен тем, что зверек не пытался убежать. Это лишь подтверждало его подозрение, что выдра была в бедственном положении. Наконец он извлек крючок, оставив на коже зверька лишь небольшую рану, которая, к счастью, не успела загноиться. Видимо, крючок застрял совсем недавно. Довольный собранным поступком, Рауль выпустил выдру. Как только зверек оказался в воде, она тут же скрылась под поверхностью, оставив его в легком недоумении. Но через несколько секунд она вновь проявилась, радостно всплеснув водой и обдав его фонтаном брызг. Парень рассмеялся и порадовался, что решил прийти на пляж так рано. Они вдоволь наплескались в воде, и Рауль с улыбкой заметил, что его новая подруга явно чувствовала себя лучше после лечения. Когда он поплыл к берегу, зверек не отставал и игриво плыл рядом, как будто благодаря ему за спасение. Рауль еще раз погладил ее по мягкой шерстке и выбрался на сушу, собираясь вскоре отправиться домой. Ему было весело, и он чувствовал, что сегодня сделал что-то важное и нужное. Мораль того дня зажглась в его сердце, освещая его собственные переживания. Какое счастье иметь возможность помочь, даже если это всего лишь маленькое морское существо. Через несколько минут, находясь уже у берега, выдра показалась снова, держа что-то в своих лапках. Рауль присел, и зверек с гордостью поднес ему красивую радужную ракушку в знак благодарности за помощь. Это было невероятно мило, и парень был тронут ее жестом. Он поблагодарил выдру за этот неожиданный подарок, и, ударив хвостом по воде, она вновь скрылась в глубинах океана. Немного уставший, но довольный собой, Рауль отправился домой с мыслями о том, что, возможно, сегодня спас жизнь морскому существу,
численность которых сокращается из-за неосторожных действий людей. Он понимал, что даже маленький поступок может иметь огромное значение, и по пути вспоминал о том, насколько важна забота о природе. Вернуться в городской шум и суету после такого опыта казалось трудным. Тем же вечером, вернувшись в свой временный дом, Рауль решил рассказать друзьям о том, что случилось. Он схватил телефон и начал набирать сообщения, жаждущий поделиться радостью об этом знаменательном дне. «Недавно я встретил морскую выдру. Да-да, именно выдру. Я помог ей». Он чувствовал, как его душа наполняется счастьем, и это чувство было столь искренним, что его друзья сами почувствовали волну положительных эмоций. Каждый комментарий и реакция к его записи побуждали его крепче держаться за философию взаимопомощи и поддержки, найдя в этих простых словах смысл жизни. Каждый день отдыха стал для Рауля новыми открытиями. Он не только наслаждался пляжем, но и проводил время, поднимая мусор, найденный на побережье, радуясь нахождению других морских существ в безопасных условиях. Не раз тот день возвращался к нему в мечтах. Он чувствовал себя как будто частью чего-то большего, как если бы сама природа звала его помогать и оберегать ее. Затем настал последний день его отпуска, и Рауль решил, что не может просто уехать, не оставив живую память о своей подруге-выдре. Он собирался сделать что-то важное, чтобы продемонстрировать ее значимость для него. Собрав свои вещи и умывшись, вакуумируя окружающее пространство, он отправился к ближайшему магазину, чтобы купить краски, холст и, конечно же, ракушку, подаренную ему выдрой. Вернувшись на пляж, Рауль остановился на том же самом месте, где они встретились. Он поставил холст на песок и начал рисовать, не обращая внимания на шум и суету вокруг. Он использовал все цвета радуги, чтобы передать не только образ своей мохнатой подруги, но и все эмоции, которые ей соответствовали. Когда солнце начало садиться, Рауль закончил свое произведение искусства. Перед ним была яркая и жизнерадостная картина, на которой изображена выдра в ее естественной среде обитания, весело играющая в воде. Он чувствовал, что отдал своей подруге дань уважения и поставил картину рядом, чтобы любой проходящий мимо мог ее увидеть и вспомнить о важности защиты морской экосистемы. С этим чувством удовлетворения в сердце он попрощался с местом, которое так сильно изменило его взгляды на жизнь, и с надеждой уехал. Это был не просто отпуск. Он переменил его. И даже когда он вернулся в привычную шумную городскую жизнь, он знал, что история о выдре, которая была спасена, останется с ним навсегда, как символ того, как важно заботиться о природе и находить время для доброты в жизни. Вскоре, освеженный духом и сердцем, он начал новые проекты, посвященные поддержке местных экосистем. Это решение принести ту самую жизнь обратно в свое общество стало его новым призванием. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.